Всем привет! Сегодня мы продолжаем цикл видео про отношения. Будем рассматривать совместимость двух партнеров, а также методы, через которые мы можем понять, для чего именно люди встречаются друг с другом и какие именно задачи они должны пройти с этим человеком. И советую вам досмотреть видео до конца. В конце будет ожидать приятный сюрприз, поэтому обязательно поставьте лайк этому видео, поделитесь им с друзьями, чтобы как можно больше людей строили осознанные отношения. И давайте продолжать. Сегодня у нас будет видео про Раху и его соединение с другими планетами при гороскопе совместимости. То есть, когда у нас есть две карты двух людей, когда мы делаем их совместимость, мы их накладываем. Как это делать, я покажу чуть позже в практикуме. И вот если одна из планет соединяется с Раху другого человека или Раху одного соединяется с планетой другого, вот именно эти значения мы будем рассматривать. Что будет давать Раху, например, в соединении с Солнцем, или с Луной, или с Марсом, или Раху с Раху. Вот эти все вещи я сегодня буду рассказывать, и у нас в практикуме будет пример, где я буду разбирать эти комбинации и плюс те, которые без Раху обычные планеты соединяются. Пример на самом деле безумно интересный, и люди очень подходят друг другу, но мы увидим, какие у них есть кармические уроки. По совместимости, по процентной, она у них достаточно высокая. И, скажем, им уже повезло, то, что они друг с другом встретились, но это не значит, что все будет гладко и что все будет просто вот легко даваться, да? Они кармические, то есть там будут уроки в их отношениях, через которые им нужно будет проходить вместе. А какие именно уроки, в каких сферах, по каким качествам, вот это вот все мы сегодня увидим с вами в практикуме. И Раху — это кармический лунный узел, он имеет такое свойство расширения, то есть соединяясь с другой планетой, он как бы расширяет ее показатели, в ту сферу, да, где эта планета находится, тот дом. Например, это сфера недвижимости, да, то есть когда люди сходятся, у них могут увеличиться, скажем, приобретение недвижимости. Они могут вкладывать в недвижимость, инвестировать, возможно, покупать лучше недвижимость, да, вместо квартиры переехать в дом и так далее. И таких сфер у нас 12, поэтому каждая из этих сфер будет расширяться. Плюс Раху расширяет те качества планеты, с которой он соединяется. И если это, например, Марс, то он будет расширять активность и другого человека, да, то есть человек, у которого не сбалансированный Марс, который агрессивный, который очень активный, который вот не может усидеть на одном месте, в отношениях с таким человеком, которого Раху будет накладываться на его Марс, он станет еще больше таким марсианином. Если не начнет работать над собой, балансировать этот Марс и находить такой правильный экологичный выход этой энергии. Ну и, соответственно, да, та сфера, где эти планеты соединяются, этот дом, он будет нам показывать, через что нам будет сопутствовать удача. То есть мы получаем удачу от человека, Раху которого соединяется с нашей планетой. Я знаю, что, возможно, это звучит немножко сложно, на самом деле я приготовила слайды, эти описания будут в слайдах, и на практикуме я покажу этот алгоритм, как работать. Все проще, но информации много. Давайте рассмотрим первое соединение Раху и Солнце. Говорят, что это связь на уровне души. Солнце у нас в гороскопе отвечает за нашу жизненную энергию. Это наше эго, то, как мы проявляемся в мир, это наша уверенность. Это тоже про оптимистичный взгляд на вещи. Здесь это в чем-то схоже с Юпитером, да, когда мы верим, что все будет хорошо, когда мы не унываем. Так вот, человек с Раху дает человеку с Солнцем оптимизм. Он расширяет эти показатели Солнца, у него увеличивается уверенность в себе, он может его вдохновлять, подбадривать, а взамен человек с Раху получает также уверенность в себе, напитываясь этими солнечными качествами, и материальную поддержку. В целом связь такая считается долгой и хорошей для брака. Но здесь такой может быть момент, что отец одного из партнеров или их родители могут какую-то важную роль играть в отношениях этих людей.
Или же кто-то из партнеров принимает на себя отцовскую или родительскую роль, и к партнеру начинает относиться как к сыну или к дочери, да, больше с позиции вот отцовской. Далее соединение Раху и Луна. Здесь у нас Луна отвечает в целом за эмоциональность, восприимчивость, это наш ментал, да, это наше подсознание, поэтому здесь это Раху будет все расширять. И человек с Раху здесь будет получать вот эту самую материнскую такую заботу, нежность, ласку, воспитание от человека с Луной, а взамен ему будет давать эмоциональную и ментальную поддержку. И это считается в целом крепкой продолжительной связью, но если эти планеты, да, эти качества характера в людях не уравновешены, тогда они не способны адекватно оценивать свои отношения друг с другом. То есть на уровне эмоций у них могут быть недопонимания. И здесь очень важно балансировать, да, гармонизировать эту энергию Раху в одном и другому человеку заниматься его Луной, чтобы эти энергии не переходили, скажем, за край, потому что эмоциональная составляющая здесь очень тонкая, она самая такая уязвимая. И кто-то в этих отношениях может брать на себя материнскую роль, такую мамочку, да, заботливость, причем как и мужчина, так и женщина, в зависимости от кого. У кого в карте Луна и Раху, и кто из этих планет сильнее. Или же мать одного из партнеров может играть какую-то важную роль. Далее соединение Раху и Марс. Здесь человек с Раху получает энергию, особенно в марсианских сферах. Марсианские сферы — это все, что связано с трансформацией. То есть это может быть кулинария, это чисто марсианская профессия, если что. А это строительство, это технологии, это любое такое перевоплощение, что ли, когда у нас есть сырые ресурсы, да, и мы из них что-то создаем. То есть это в целом относится ко многим вещам, но это самые понятные сферы. А взамен человек с Марсом получает указания, советы и направления от человека с Раху, куда ему прикладывать и направлять свою энергию, потому что Марс является планетой активности, энергии. Это такой воин-защитник, он что-то увидел, и он идет, он сразу выполняет. Но так как Раху имеет свойство расширения, он расширяет качество Марса. И Марс, скажем, не сбалансированный, не гармоничный, в человеке это проявляется через агрессию, через гнев, через раздражительность. И вот здесь могут возникать и напряжение, и вспыльчивость, и в целом энергетический переизбыток в паре, то есть становится очень много огня. И здесь человеку, у которого Марс, ему нужно будет победить свой эгоизм, потому что он может немножко слишком много требовать от партнера. И еще рекомендация для таких людей — учиться жить в разных комнатах. Это будет способствовать тому, чтобы они могли долго находиться друг с другом, то есть для более длительной семейной жизни. Но это хорошая связь для работы, для бизнеса, для совместной деятельности. А еще Марс является естественным показателем братьев и сестер, поэтому такой сценарий может проигрываться в этих отношениях. Раху и Меркурий. Здесь на первый план выходит коммуникация и общение. Это то, за что отвечает у нас Меркурий. И когда соединяются эти две планеты в картах людей, это создает очень хорошую такую интеллектуальную связь, где люди обожают общаться друг с другом, разговаривать, обсуждать, им нравится следить за ходом мысли другого человека и в целом взаимодействовать вот именно на интеллектуальном уровне. И эта комбинация, она очень хороша для дружбы и бизнеса, но в плане длительной романтической связи, семьи не очень, потому что здесь все-таки Меркурий, он является евнухом. Это планета, которая не имеет пола. То есть данная позиция, она больше все-таки для такой дружественной бизнес-связи, нежели для семейной. И важно иметь какие-то другие факторы соединения планет в гороскопе, которые бы имели хорошую физическую, сексуальную совместимость. Потому что семья, прежде всего, это про близость, это про продолжение рода, про рождение детей. Только на интеллектуальной совместимости мы семью не строим, да, мы дружим на этом уровне или делаем бизнес.
но никак не вступаем в романтические отношения, только основываясь на этом. А еще Меркурий — это одна из самых быстрых планет, поэтому она не постоянная. И это может говорить о том, что другой партнер, он может иметь желание менять партнеров, да, то есть это нестабильность в семейной жизни. И здесь снова-таки нужно смотреть на Меркурий в карте этого человека, если есть там какие-то поражения, потому что поражения как раз будут указывать на то, что да, действительно, желания будут сильнее, а также анализировать Венеру и Юпитер, потому что особенно Юпитер, обе планеты отвечают за ценности. И если эти планеты поражены или слабые в карте, тогда такой человек не только на уровне мыслей может задумываться о другом человеке, как бы смене партнера, но и действительно предпринимать какие-то действия. То есть здесь, да, такие эти все показатели, это в изоляции мы их рассматриваем. В целом вы хорошее описание получите, сможете сделать анализ, но существует очень много разных факторов, которые важно тоже учитывать. Поэтому трактовки из интернета — это все классно, но профессиональный астролог именно и занимается синтезом всех показателей в карте и делает анализ, что из чего состоит, что преобладает и к чему это все приведет. Поэтому в данном случае, да, если, например, Меркурий поражен, то нужно работать над тем, чтобы усиливать Юпитер и Венеру, если есть обещание на то, что хорошая совместимость, и эти отношения имеют смысл в них вкладываться, продолжать работать. В целом, каждое отношение имеет смысл вкладываться и продолжать работать, потому что именно через сферу 7-го дома, через отношения происходит наша главная, можно сказать, ключевая эволюция. 7-й дом находится напротив 1-го дома. Это дом, который олицетворяет вот я, личность, да, мой партнер, мое альтер-эго, мое отражение. И эти дома, находясь друг напротив друга, являются зеркальным отражением. Поэтому, вкладываясь в отношения, работая над ними, вы прежде всего работаете над собой. Как личность растете. В общем, сейчас я уйду опять в другую тему, это видео будет очень долгим. Мы это продолжим еще, будем записывать другие видео и подробнее разбирать в целом сферу брака и отношений. Если хотите, пишите комментарии, чтобы я знала и чтобы, в общем, меня это подбадривало и мотивировало дальше продолжать. Потому что, скажу, это занимает много времени, эта подготовка. Мне это безумно нравится, но это действительно энергозатратно. Далее, Раху и Юпитер. В целом комбинация благоприятная, она увеличивает качество Юпитера, это доброжелательность, оптимизм. Юпитер также отвечает у нас за материальное и духовное благополучие. Так что эти все показатели тоже расширяются. И здесь человек с Раху получает ответы на свои вопросы философского, духовного уровня, а Юпитер проигрываться в роли учителя, да, тот человек, который дает советы или дает материальную выгоду и поддержку. И это считается одной из лучших комбинаций в целом для отношений супружества, партнерства или дружбы. В таких отношениях их часто объединяет учитель, то есть, возможно, они познакомились через учителя, наставника, да, или же один из партнеров выполняет роль учителя или наставника для другого. Далее, соединение Раху и Венеры. Это очень хорошее соединение для сексуальной совместимости, потому что Венера у нас отвечает за любовь, сексуальную энергию, за красоту, поэтому такой человек, они в целом могут притянуться, потому что внешне они будут очень нравиться друг другу, и они будут любить друг друга прежде всего за внешность. Но здесь что интересно, то что человек с Венерой, он захочет делиться своей любовью с партнером, своими чувствами, эмоциями, а Раху это будет только усиливать это желание, да. И это хорошее сочетание для супружеской жизни в том случае, если партнеры смогут сформировать какие-то общие цели, если у них будут какие-то другие вещи помимо сексуальных как бы интересов, да, потому что только на нижних чакрах, на сексуальной энергии они не смогут построить длительные отношения. Вся как бы эта химия, она длится достаточно недолго, максимум там 2-3 года.
Поэтому это классно, то, что они на этом сходятся, но на этом теперь нужно строить фундамент, который будет долговечным, и искать более, скажем, возвышенные интересы, да, направлять эту энергию, возможно, в творчество, в саморазвитие, в реализацию и так далее, и делать это вместе. А еще такой момент, что если Раху или Венера поражены в карте одного и другого, ну и в целом даже если в карте одного тоже это может проиграться, тогда могут быть сексуальные извращения. В целом по Венере мы как раз смотрим в том числе и измены, ценности человека, насколько он может быть верным. Поэтому если в карте вот есть поражение этих планет, больше Венеры все-таки, но если вот это соединение еще проигрывается с пораженными планетами, тогда это может давать какие-то такие нестандартные увлечения. И здесь опасность в чем? Опасность в том, что эта энергия начинает овладевать человеком, и он становится как бы фиксированным только на этой теме. Выйти из этого очень сложно. А в Джиотиш есть две главных планеты гуру, наставников, это Юпитер и Венера. И Юпитер является наставником богов, а Венера является наставником демонов, асуров. И здесь, когда мы начинаем как бы играться с Венерой, с сексуальной энергией и уходить во всякие такие игры тела и ума, то это заканчивается часто не очень хорошо, потому что это всегда несет за собой последствия. Если есть такие поражения в карте, это важно прорабатывать. Также достаточно важно видеть в самом еще начале отношений, до того, как вы вступаете в какую-то близость с человеком, и если есть на такое указание, тогда это проговаривать, обсуждать, не закрывать на это глаза, и не ждать, что это когда-то проявится или не проявится. Здесь это лучше все-таки обсуждать на берегу и как бы говорить, что для вас окей, что не окей, и искать точки соприкосновения помимо вот близости. Далее соединение Раху и Сатурн. Это прям такой тяжеловес, это серьезная основательная связь, хороша для отношений, которые построены на философских идеях. Сатурн, являясь планетой, которая приносит плоды нашей кармы, планета, которая олицетворяет дхарму, предназначение человека. То есть здесь вообще не про романтику, здесь не про легкие отношения. Тут есть какая-то тяжесть. И вот как бы со временем может проявляться душность, потому что Сатурн является очень большой, тяжелой и самой отдаленной планетой, вообще аскет. То есть ему вот эти все материальные любовные штуки как бы неинтересно. И в целом люди, да, у которых вот проигрывается такая связь, или в целом Сатурн влияет на сферу отношений, и он является, особенно еще в своих знаках, они действительно очень такие прямолинейные, организованные, дисциплинированные, тяжеленькие. И так они чувствуются для других. Это неплохо, и это как бы и нехорошо. Важно понимать, как использовать эту энергию. И когда есть взаимосвязь Раху с Сатурном в паре, здесь важно отдыхать друг от друга, иметь отдельное пространство в доме, личное пространство, или жить отдельно, и не работать вместе, общаться на расстоянии. Короче, нужно отдыхать друг от друга, потому что будет тяжело, будет прям как под плитой. Такое ощущение, что все давит и давит, и какая-то неудовлетворенность, что-то вот внутри тяжело. Ну и со временем, да, может давать уныние, то есть какое-то несчастье. Но с хорошего здесь то, что Сатурн будет учить человека с Раху дисциплине, о серьезности, и он будет учить человека быть более организованным, целеустремленным, идти к своим целям, да, добиваться их, быть трудоголиком. Раху, потому что он такой шальной немножко, да, он будет эту серьезность Сатурна как бы чуть-чуть рассеивать, снимать вот это напряжение, да, облегчать давление Сатурна. Поэтому неплохо, хорошее соединение, но здесь важно вот знать такие нюансы, да, как вместе быть, плюс по домам смотреть, с чем это все связано. Когда соединяется два Раху, то есть Раху в карте одного и Раху в карте другого человека, здесь люди вот как прям две половинки друг друга, да, то есть они безумно похожи друг на друга, хорошо сразу с первого слова, возможно, даже просто телепатически считывают, что думает другой.
у них есть схожесть во взглядах на жизнь, они даже мыслят одинаково. И это хорошая комбинация для таких дружеских отношений. Но здесь, чтобы не ограничиваться только дружбой, если вы вступаете в отношения, тут нужно искать общие цели для развития и помогать друг другу в нем. То есть вы сходитесь на Раху, потому что у вас, получается, и у одного, и у другого нужно получить какой-то опыт в этой жизни, нужно идти в развитие, в рост, проходить уроки. И вам нужно обоим развиваться как индивидуально, да, по отдельности, так и вместе в этих отношениях. Тогда союз может быть длительным, если вот вы выполняете ваши кармические задачи и следуете своей дхарме. Но в целом неплохо. И ключевое здесь вот работать над собой, потому что часто такое может проигрываться, что один партнер идет в развитие, другой не идет, останавливается на одном месте, и тогда, конечно, возникают сложности в отношениях, конфликты, потому что уже другой как бы оттягивает того, кто вырвался вперед, назад. И может быть непросто. Здесь нужно как бы разбирать каждый случай. Последняя комбинация — это Раху и Кету. Это хорошая комбинация, основана на взаимной симпатии, понимании. И здесь, получается, перевернуты кармические задачи. То есть человек с Кету уже прошел опыт, который человек с Раху только вот вступает, да, на этот путь. Поэтому человек с Кету уже может учить другого, помогать преодолевать трудности, которые будут возникать, и как бы делиться жизненным опытом. В целом они могут учиться друг у друга, и мы можем рассматривать, в какой сфере, в каком доме происходит такое соединение, и в чем именно будут проигрываться эти кармические проработки. И далее у нас будет небольшой такой практикум. Я подготовила для вас натальные карты. Это карта супругов. Я недавно делала для них гороскоп совместимости. И для вашего удобства я уже карты подготовила, перевернула. Слева карта мужчины, справа карта женщины. И мы здесь видим, что знаки у нас, да, на восходящей деве для удобства. Но на самом деле в карте, которая справа, асцендент, вот, AS, да, он находится в знаке Тельца. То есть восходящий знак у женщины Телец. Но для гороскопа совместимости переворачиваем и смотрим, какие планеты у нас стоят в одних и тех же знаках. И мы видим здесь, что где-то цифра 7 стоит, это второй дом. Здесь соединяется Солнце мужчины с Раху женщины. Следующий дом. Меркурий в Скорпионе мужчины соединяется с Венерой и с Юпитером в карте женщины. Далее Марс и Венера в Стрельце у мужчины соединяются с Солнцем в Стрельце у женщины. Юпитер в Козероге соединяется с Меркурием в Козероге. Кету соединяется с Сатурном, и Раху во Льве соединяется с Марсом во Льве. Достаточно много комбинаций. И совместимость, то, что я вначале говорила, совместимость у этой пары очень хорошая, достаточно высокая. Но здесь есть кармические уроки, потому что Кету и Раху одного партнера соединяются с планетами другого, и в целом другие положения, которые, скажем, несут определенную тяжесть и определенную проработку в отношениях. Сейчас мы их рассмотрим. Ну что, начнем мы с анализа первого знака, да, он у нас соединяется во втором доме, соединяется Солнце мужчины с Раху женщины. И я буду давать такой мини-анализ. Полный анализ для этого требуется намного больше времени. У нас его в данном формате нет. Поэтому полный анализ получает человек уже, когда заказывают консультацию, там уже более подробно. Но здесь в целом я буду говорить логику этого соединения, какие качества и в какой сфере. Мы уже с вами рассматривали соединение Раху и Солнца, и это говорит о том, что супруг, у которого Солнце, он дает уверенность и материальную поддержку, потому что соединение происходит во втором доме финансов. Также может давать хорошую поддержку именно со стороны его родителей, его рода или семьи. А женщина дает
оптимизм, особенно относительно будущего. То есть она еще больше расширяет показатели, характеристики Солнца в карте мужчины. И это хорошая комбинация. Здесь может проиграться то, что отец одного из партнеров или их семья как-то влияют на эти отношения, или кто-то из них. Если Солнце в гороскопе сильнее Раху, тогда мужчина может принимать родительскую позицию, отцовскую, по отношению к своей жене. Далее, Меркурий мужчины соединяется с Венерой женщины. Это прям одна из классических йог или соединения планет для дружеских отношений, взаимного интереса. Этой комбинации нет, потому что здесь соединяются две планеты, не Раху. Это, скажем, такой бонус, который в данном случае в этой карте есть этот показатель, поэтому я его сейчас и озвучиваю. И эта комбинация, она сглаживает острые углы в паре, помогает склеивать отношения. Это происходит именно в третьем доме коммуникации, общения, что безумно важно. В целом, когда мы рассматриваем совместимость партнеров, нам важно смотреть на Меркурий, потому что если человек не может донести свое мнение, выразить свои мысли, свои чувства, обозначить границы, тогда в этой паре, скорее всего, будут конфликты. Даже когда возникают конфликты, их еще нужно решить. Здесь тоже для этого нужен Меркурий. И получается, что Венера в третьем доме такой дипломат. Правда, она здесь в Скорпионе, то есть это дипломат как бы на грани, да, он немножечко огненный. Но в целом Венера достаточно гибкая, она может немножко сманипулировать, как-то схитрить. Ну, такая женская, текучая, плавная энергия, поэтому они могут найти вот точки соприкосновения и договориться. Это в целом хорошо. Еще классно вместе чем-то заниматься. Третий дом — это дом коротких путешествий, то есть выезжать куда-то, проводить как-то время, чему-то обучаться, например, путешествовать, уже сказала, заниматься хобби, какие-то навыки в себе развивать, вместе, например, что-то писать, читать, изучать, выступать, возможно. Ну, в общем, вот развиваться как-то по Меркурию и Венере. А еще женщине, например, ей будут нравиться слова и комплименты, которые говорит муж. И ей будут нравиться то, что они обсуждают, и наблюдать за его ходом мыслей и идеями, да, его выводами. Но оба получают здесь эмоциональное и интеллектуальное удовлетворение от общения друг с другом. И в браке такой аспект, он помогает сотрудничеству и особенно управлению финансов, то есть помогает зарабатывать. Почему? Потому что здесь, получается, Венера управляет вторым домом в карте одного и другого партнера, поэтому в целом это хорошая такая взаимосвязь, то есть они смогут снова-таки через коммуникацию, договариваясь между собой и также договариваясь с другими людьми, умея общаться, выстраивать свои цели, речь, планы, да, это также сила воли, намерения, они смогут легче добиваться тех вещей, которые они хотят, они смогут их доносить до мира и также до друг друга. Как следствие, они будут обогащаться, и их материальное состояние будет увеличиваться. Далее, Меркурий мужчины соединяется с Юпитером женщины. В целом, эти планеты схожи в том, что обе отвечают за процессы познания и образования. Меркурий здесь больше отвечает в целом, да, у нас в жизни за восприятие информации и гарантирует такой быстрый обмен полученной информацией. А Юпитер символизирует целостные взгляды. Это какая-то глубина, это концепции, мировоззрение, что-то такое очень серьезное, масштабное, да. И здесь получается, что причем это соединение у них проигрывается и Меркурий мужчины, и Юпитер женщины, и потом Юпитер мужчины с Меркурием женщины. И так, в обе стороны. То есть здесь идет именно обмен качествами. Один человек с Меркурием, да, мужчина в данном случае, учит другого оформлять более четко и целенаправленно идеи мировоззрения женщины, придавая, скажем, им такое научно-рациональное обоснование. А женщина помогает человеку, мужу с Меркурием, мыслить более глобально, более масштабно, смотреть в глубину, искать
а что-то, то, что находится за гранью просто разума и логики. Это также про духовные различные концепции, да, про в целом глубину и про самопознание. И это в отношениях дает очень хорошие, позитивные, взаимопонимающие отношения, поддержку. И важно при таком соединении, снова дом коммуникации, быть очень честными и откровенными друг с другом в своих намерениях, в своих планах. На коммуникации строится здесь очень многое. Пока эти люди разговаривают, пока они все обсуждают, у них все хорошо. Как только кто-то начинает закрываться, юлить, хитрить, манипулировать, тогда как бы отношения начнут портиться. Следующее соединение — это Марс мужчины соединяется с Солнцем женщины. Это говорит о том, что мужчина подходит данной женщине, и соединение хорошо для совместной работы, деловых отношений. Но здесь момент. В отношениях такое положение может создавать конкуренцию или соперничество между партнерами, потому что обе эти планеты являются мужскими. И здесь Марс супруга мужчины является сильнее Солнца женщины. Слава Богу! Потому что если было бы наоборот, было бы сложнее. И здесь нужно женщине идти на компромиссы и женщине уметь договариваться. А здесь вот она это может делать именно через усиление Луны и Венеры, женских планет. И отдавать мужчине лидерство, не конкурировать с ним, не спорить. Важно, вот если они научатся соединять эти энергии, направлять их в одно русло, ставить общие цели, тогда они будут просто мега крутой парой и будут всего очень легко и быстро добиваться. Как только начнут тянуть канаты в две стороны, как бы все начнет трещать по швам. Далее Венера мужчины соединяется с Солнцем женщины. Это хорошая комбинация, она дает любовную совместимость, счастливый прочный брак. И здесь что интересно, Венера у мужчины соединяется с Солнцем женщины. То есть именно со стороны мужа будет больше проявления любви к супруге. А ее задача научиться принимать его любовь. Для того, чтобы он чувствовал взаимность, он чувствовал, что он нужен, что его любят, он чувствовал удовлетворение, и отношения, как следствие, становились более крепкими, да, и гармоничными. Далее, Юпитер и Меркурий я уже разобрала, да, когда соединялся Меркурий мужчины с Юпитером женщины. Здесь Юпитер мужчины соединяется с Меркурием женщины, то есть это связь наоборот. Здесь юпитерианец учит каким-то глобальным концепциям в сфере 5-го дома. Это, возможно, что-то, что связано с творчеством, с креативностью, возможно, с детьми, с их воспитанием, или помогает выстраивать, объяснять, как воспитывать детей или учеников, потому что это дом учеников. А Меркурий здесь более практичный, он дает практичный, логический, аналитический подход именно юпитерианцу, и вместе они вот такой мегамозг, очень крутая комбинация. Далее Кету мужчины в 6-м доме соединяется с Сатурном женщины. И вот здесь первый звоночек, то, что данная комбинация указывает на отработку кармы с прошлых жизней. Это не самое благоприятное сочетание, я о нем рассказывала, потому что здесь Кету — это аскет, как и Сатурн. Кету сужает, Сатурн тяжелый, и получается, что отношения могут становиться немножко тяжелыми или пессимистичными, или же такими, депрессивными, что ли, да. Поэтому и здесь это в сфере 6-го дома, это все, что связано со служением. Особенно вот когда в паре будут дети, это будет, наверное, самый такой главный их урок и задача — научиться служить детям, потому что здесь Сатурн управляет 5-м, 6-м домом. Это про обязанности в семье, про рутинную такую работу. И очень важно в этой связи научиться, во-первых, да, снова договариваться, обсуждать все, не давить друг на друга, а также заниматься саморазвитием, духовными практиками,
практиками повышать осознанность, потому что бытовая сфера, вот особенно еще с детьми, она действительно может быть достаточно сложной. Или, кстати, это может быть насчет здоровья, режим дня, сна, питания, спорта, вот это вот все, разногласия могут быть на этой почве. Кто-то на кого-то может очень сильно давить. И это будет именно саморазвитие, да, будет помогать понимать эти уроки, их проходить. И важно все-таки привносить дисциплину в отношения, в сферу 6-го дома. Тогда будет намного легче договариваться, потому что здесь каждый может давить на что-то свое, и могут быть конфликты на этой почве. Следующий показатель — это Раху мужчины соединяется уже в 12-м доме, да, Раху во Льве соединяется с Марсом женщины. Вот комбинация Раху-Марс, которую мы совсем недавно с вами обсуждали. Здесь, скажем, показатели вы можете вернуться назад и посмотреть, но здесь это попадает в 12-й дом. И, кстати, Марс здесь в карте женщины еще и ретрограден. Это указывает на кармические проработки по Марсу. Могла передавливать в прошлых жизнях, в отношениях с прошлыми людьми, быть слишком агрессивной, или идти на открытые конфликты, или как-то подавлять волю другого, очень несдержанной, да, могло так проигрываться. Нужно более подробно рассматривать карту женщины в данном случае. И здесь важно идти в сферу 12-го дома. Здесь получается, что Раху будет расширять энергию Марса. Из-за этого может быть напряжение или вспыльчивость. Но 12-й дом — это у нас также дом постельных утех, уединения. И поэтому может говорить о том, что может быть переизбыток именно сексуальной энергии в паре. Здесь важно научиться ее контролировать. Плюс это еще в огненном знаке Льва, да, которым управляет Солнце. И важно это брать под контроль, работать с сексуальной энергией, заниматься практиками. Вот им, например, хорошо вместе заниматься йогой, медитациями, работать с подсознанием. В общем, идти в сферу 12-го дома — это все, что связано именно с подсознанием, с таким глубоким анализом, ездить в ретриты, в паломнические туры, или вместе, или по раздельности. Хорошо, чтобы они по раздельности делали практики, потому что 12-й дом, им каждому из них важно уединяться. Они не могут постоянно быть вместе. До этого мы тоже видели аспект, который говорил, что сложно быть постоянно вместе. Это у нас Кету с Сатурном соединялся. И Раху с Марсом тоже может создавать чрезмерно много страсти, агрессии, эмоций, в общем, такая бурлящая смесь. Эту энергию нужно направлять в правильное русло, в практике, заниматься саморазвитием и заниматься как бы вообще хорошо. Вот здесь именно про трансформацию, как ни крути. И у Раху туда нужно идти, и у человека с Марсом там кармический урок именно вот с этим партнером пройти. Поэтому, да, им нужно обоим развиваться и находиться наедине, слушать себя, быть в своей ауре, отдыхать, заряжаться и познавать, познавать себя на самом деле, да, научиться слышать свой внутренний голос, свою душу, медитировать, заниматься практиками, изучать что-то. То есть здесь у них тоже интересы, они могут разные вещи изучать в данной сфере, но потом им классно соединяться, сходиться, да, и это все обсуждать, делиться вместе этим опытом, передавать друг другу эти знания. И вот если они вместе идут в такое развитие, прям будет очень классно. В целом прям очень хорошая совместимость, хорошее соединение. Мы уже с вами увидели, да, какие есть уроки и что мы можем для этого делать. Более подробно, конечно, это еще дальше можно рассматривать, есть и другие показатели помимо этой техники, которую я привела, но для именно этого примера я это использую для того, чтобы в целом постараться делать такие видеопрактикумы не супер длинными, понятными, короткими, и насколько я могу, упрощаю. В общем, поделитесь в комментариях, как вам такой формат, понятно ли, хотите ли что-то уточнить, хотите ли продолжать в таком формате работать дальше. В общем, делитесь обратной связью, не забывайте про энергообмен, лайки, там, комментарии, все остальное. Подписывайтесь на этот канал, потому что я смотрю,
Статистику никто не подписан, но все смотрят. Поэтому, ребята, исправляемся. Ну и все, до скорых встреч. Скоро с вами снова увидимся. Пока-пока.